Привет, друзья! Поступки человека часто определяют его дальнейшую жизнь, только узнает он об этом позднее. Поэтому важно не ошибиться в своих действиях, чтобы не потерять самое дорогое. Семья Савельевых уже 15 лет жила дружно. В доме не было ни шума, ни криков. Да и финансами супругов Бог не обидел. Только вот одна беда: никак не получалось у них с детьми. Вроде бы со здоровьем у обоих было все нормально. Но не было никого, и все тут. Однажды утром Ольга торопилась на работу и хотела пройти через парк, но почему-то свернула на старый путь, которым обычно ходила мимо кафе. Там можно было поесть, но рядом часто кучковались и пьяницы, поскольку в лавке по соседству продавали спиртное на разлив. Рядом с кафе сидел мальчишка лет 4. Ольга болезненно реагировала на детей, которые были на улице без взрослых. Она и тут стала потихоньку подходить к мальчику. Он что-то шептал. Женщина услышала: «Мама, не пей, мама, пожалуйста, не пей». Ольга поинтересовалась, как его зовут и где мама. Парнишка представился Сашкой. Сказал, что мама зашла в магазин алкогольных напитков и велела ему ждать ее тут. «Она скоро придет», — не слишком дружелюбно добавил он. С работы Ольга пошла у того же кафе. Там вечером всегда были свежайшие пирожные, которые обожал ее муж. Подходя к учреждению общепита, она увидела на том же самом месте Сашку. Он вертел головой во все стороны, явно высматривая мать, и с грустью провожал взглядом проходящих мимо родителей с детьми. Ольга снова поздоровалась с малышом. Он сказал, что мама пока не вернулась. Женщина пригласила малыша в кафе поесть. Она купила мужу пирожное и хотела взять его же Сашке. Но он попросил обычной еды: пюре с котлетой и чай. Ольга была поражена, насколько голоден ребенок. Она села с ним за стол, чтобы подождать, пока он покушает. Парнишка, как взрослый, со всей серьезностью рассказал о своей жизни. Они живут с мамой в комнатке. Когда она трезвая, то хорошая. А когда пьет, иногда бьет его. Когда к ней в гости приходят дяденьки, она отправляет его гулять на весь день. Он знает, что домой тогда можно возвращаться только ночью. И он идет на рынок. Там можно перебрать фрукты или овощи, и тогда некоторые продавцы дают их немного съесть. Или могут угостить бутербродом. Ольга накормила пацаненка, и он сказал, что мама, наверное, уже дома, и он пошел к ней. Женщина плакала всю дорогу до дома. Муж был удивлен ее слезами. Она рассказала всю историю. Сергей работал в полиции на руководящей должности. Он сказал, что все можно исправить. Через неделю в комнату в общежитии пришли органы опеки и после проверки забрали Сашку в детский дом. Прошло несколько месяцев, и мать лишили родительских прав. Учитывая, кто просил за Сашку, в детском доме ему жилось вполне спокойно. Он ел 5 раз в день и часто смотрел мультики. Ольга приезжала к малышу каждый день. Одновременно они собирали документы на усыновление. Благодаря должности мужа, они значительно ускорили весь процесс, и через пару месяцев Сашка переселился в собственную комнату, где была масса игрушек. Отец семейства быстро привязался к Сашке. У них удивительным образом оказалось много общих интересов. Сергей увлекался мотоциклами, и Сашка мог часами сидеть в гараже и смотреть, как откручиваются и прикручиваются разные гайки. Мужчина играл в шахматы лучше всех в отделе, и мальчишка, к удивлению семьи, тоже разбирался в игре неплохо. Оказывается, его научил один из маминых друзей, только мама его потом выгнала. А когда отец пошел с раннего утра на рыбалку, он с удивлением увидел в 4 утра уже собравшегося Сашку. Сергей записал сына в школу единоборств и учил защищать слабых. А еще он купил мальчику через питомник щенка-овчарки. Ольга очень радовалась своим мужчинам и постоянно приговаривала: «Вот бы нам еще дочку, и были бы самой счастливой семьей на свете». И свыше явно услышали ее просьбу. Чуть позднее выяснилось, что она ждет девочку.
Сашка прыгал от радости. Он впервые назвал Ольгу мамой и очень просил родить сестренку, которую он будет защищать. Кто бы мог подумать, что именно так и случится. В первый день рождения Машеньки семья решила сходить в близлежащий парк, где были аттракционы для маленьких детей. Дорогу решили немножко сократить через гаражи. Сашка с Машенькой топали впереди, родители шли сзади. И вдруг из одного гаража выскочила здоровая собака и понеслась в сторону идущих впереди детей. Родители с ужасом опознали стаффордширского терьера. Он нацеливался на более мелкую Машу, но Сашка успел подбежать и крикнуть сестре: «Беги к родителям». Девочка испугалась огромной рычащей собаки и рванула в сторону мамы. Разозленный Стафф вцепился в мальчика, трепля его во все стороны. За те 10 секунд, которые обезумевший отец бежал до собаки, она успела уронить и изрядно порвать Сашку. Мальчишка интуитивно закрывал горло, и это его спасло. Отец со всей силы опустил поднятый камень на голову агрессивной собаки и смог ее вырубить. Руки его ходили ходуном. Из рваных ран сына лилась кровь. Подбежал хозяин собаки. Сергей заорал на него. Хозяин подхватил свою псину и бросился бежать. Скорая приехала через 5 минут. Врачи осмотрели мальчика, который был без сознания. Они ничего не гарантировали, но через пару минут отъехали с ребенком и отцом от гаражей. 3 дня Сашка был между жизнью и смертью. Через неделю его перевели из реанимации в обычную палату. Ольга и Сергей пришли к сыну, пока дочка была в садике. Они смотрели на ребенка и плакали. Когда-то они усыновили никому не нужного мальчика, а теперь он спас их дочку и стал настоящим сыном, без которого они не мыслили свою жизнь. Никогда не скупитесь искренне делать добрые дела. Они обязательно вернутся, если не вам, так вашим близким. На этом все, друзья. Делитесь видео в соцсетях. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Пока!